Джоуи был одним из основателей культовой группы Slipknot и почитаемым барабанщиком музыкантами по всему миру. Нейтан Джонас Джордисон родился 26 апреля 1975 года. Он вырос в Де-Мойне, штат Айова, со своими родителями и двумя сестрами. Он начал играть на барабанах, когда ему было всего 8 лет, и у него была невероятная страсть к музыке. В ранние годы Джордисон сформировал группу, которую он написал как Total Speed Metal Thrash, и в первые годы своей карьеры барабанщика делил сцену с Джимом Рутом и Шоном Крэханом, которые в то время играли в разных группах. В 2010 году Джордисон возглавил список 100 лучших барабанщиков за последние 25 лет по версии журнала Rhythm. По интернету гуляют сведения о том, что он установил мировой рекорд игры на ударных и попал в книгу рекордов Гиннесса, исполнив 2677 ударов за 2 минуты. Что характерно, различные интернет-ресурсы приводят совершенно разные цифры. Также имеется путаница с датой этого события, в то время как ссылки на источник неизменно отсутствуют. Так что достижения Джоуи нам придется отнести в разряд слухов. После окончания школы Джоуи был полон решимости продолжать следовать своей мечте стать рок-н-ролльным музыкантом и в конце концов попал в нужную группу, которая стала одной из самых культовых команд всех времен. В 1995 году Джордисону предложили место барабанщика в местной группе The Pale Ones, в которую входил Андерс Калсефни, вокалист Slipknot, и не подозревал, что The Pale Ones в конечном итоге станут Slipknot. Все получилось так, как должно было получиться в моей карьере и жизни. Ты же понимаешь, почему я так люблю заниматься музыкой? Она дает мне почувствовать то, что я нахожусь в правильном месте. У меня было много друзей, которые пристрастились к наркотикам. Но в детстве я был одиночкой, потому что постоянно думал о музыке и был привязан к ней. И я просто даже представить себе не мог, чем я еще могу заниматься, кроме как играть на барабанах до конца своей жизни, сочинять музыку, думать о ней. Ты знаешь, это тяжело объяснить, но когда музыка льется из тебя, и при этом у тебя есть поддержка семьи, друзей или твоей девушки, а особенно участников твоей группы, которые всегда поддержат, то для тебя нет ничего невозможного. Более того, я чувствую, что именно сейчас я играю лучше, чем когда-либо за все эти годы. На протяжении карьеры маски Джоуи менялись. В самом начале сотрудничества со Slipknot Джордисон носил маску японского театра кабуки. Затем ей на смену пришла белая, безжизненная маска, создание которой навеяно воспоминаниями детства. Однажды на Хэллоуин мама Джоуи напугала его, выскочив из-за угла именно в таком прикиде. Позднее Джордисон стал выступать в бежевой маске со множеством разнообразных шрамов. По сей день Джоуи Джордисон считается одним из основателей Slipknot наряду с Шоном Крэханом и Полом Грэем и одним из величайших барабанщиков всех времен. В 2013 году Slipknot объявили, что Джордисона больше не будет в группе, и в течение нескольких месяцев после этого ходили слухи о причинах их решения. Slipknot утверждают, что Джоуи сам покинул группу, в то время как Джоуи говорил, что его просто-напросто выгнали. Джордисон часто сотрудничал со многими другими заслуженными музыкантами из мира тяжелой музыки. В разное время ему доводилось выступать, записываться или подменять заболевших коллег с такими группами и исполнителями, как Мэрилин Мэнсон, Металлика, Корн и так далее. Что бы ни произошло между Джоуи и Slipknot, мы с огромной печалью узнали новость о кончине Джоуи Джордисона в 2021 году. 28 июля 2021 года семья Джоуи Джордисона опубликовала заявление, в котором говорилось: «Мы с разбитым сердцем вынуждены сообщить новость о том, что Джоуи Джордисон, невероятный барабанщик, музыкант и артист, мирно скончался во сне 26 июля 2021 года». Ему было всего 46 лет. На момент записи этого видео все еще не ясно, что же случилось с Джоуи, но несомненно его семья хотела бы, чтобы вы помнили его таким, каким он был, потрясающим барабанщиком, оказавшим огромное влияние на мир музыки. Покойся с миром, Джоуи Джордисон, нам будет тебя не хватать.